Привет, девочки! Сейчас мы с вами погадаем, мои золотые, на черном таро и на такую тему, на которую мы давным-давно не раскладывали. Мы будем раскладывать на именно такое чувство очень большое. Любит ли он вас? Любит ли он вас, да? И будем смотреть все, что будет выпадать. 78 карт, 12 из них старших арканов. То есть, в принципе, да, любовь, она в любых картах больше всего выпадает по старшим арканам. Влюбленности, вот такие вот притирки к друг другу, они выпадают уже на меньших достоинства картах. В общем, давайте посмотрим, какой любовью он вас любит. И любит ли он вас вообще, да? Я думаю, эта тема будет очень и очень полезна многим. Любит ли он вас? Любит он вас или не любит? На черном таро сейчас разложим. Итак, не болтаю на всякие темы, вас не отвлекаю. Девочки, загадывайте мужчину, можете одного, двух, трех, хоть четырех, потому что мы будем раскладывать на 4 королей. И даже желательно, чтобы вы, может быть, даже загадали на 4, даже, может, на бывших каких-то, да. Но единственное, всегда помните, что существует еще помимо любит ли он вас, ваши чувства, ваше к нему отношение, ваше желание, мечты, ваша позиция. И я бы, что вам сказала, да, если вы загадываете на каких-то бывших, на тех людей, которых вы не знаете, быть с ним, не быть с вами, с ним, да, не особо менять свои позиции в его отношении, в его отношении. Это будет все-таки... Оно вам расскажет, как он вас любит. Но выбирать из-за этого его, ну, тут надо сделать более глубокие расклады, даже на тех же картах, да, и глубже смотреть и по фото. Ну вот, я, например, так смотрю. Так что вы можете просто проанализировать, да, его любовь. И, кстати, вот у меня был такой момент, да, у меня был момент... Очень похоже, когда сама себе, как говорится, раскладывала, она любит он или не любит, да. Просила еще свою подругу, с которой мы друг другу гадаем, да, раскладывать по этому моменту. И она мне, помню, погадала на мужчину, в которого я была, так, знаете, немножко прибита и влюблена, да. Так вот, сама себе я все выкладывала, и мне не верилось в это. Я решила попросить ее, она мне разложила на этого мужчину, сказала, что я за него выйду замуж, он будет говорить, что он меня любит. И, девочки, почему я это сейчас вспомнила, да? Прошла уже хреново туча времени, да? Уже очень много лет прошло с того момента, когда я была в него влюблена, и я забила, и отношения дальше никак не развивались, да? И вообще, как бы, не мой типаж мужчины, но почему-то мне вот казалось, что, может быть, если что, что-то получится, да? Так вот, любит ли он вас? И она мне тогда сказала, любит. Я сама себе гадала тоже, что любит, но я специально с ним даже не развивала дальше отношений, и у нас как-то, мне казалось, что душа не лежит друг к другу, ну и ладно, не надо давить, да. Прошло столько много лет, да, и недавно захожу я, короче, на какие-то свои эти соцсети, которыми я тоже 1000 лет не пользовалась, да, ему показала, что я зашла в онлайн, и этот человек мне написал I love you написал, да, и без знаков препинания, без ничего. И я поняла, да, что действительно вот эта херня у него была. Но знаете, что я ответила? Ни хрена. Я просто написала какой-то смайлик, окей, и все. В общем, выбирать всегда вам, вашего мужчину, да, но вот любит он вас или не любит, все-таки не поэтому вы выбираете мужчин, больше потому, по своей чуйке, подойдет он для дальнейшей жизни вам или не подойдет, да, потому что любить нас могут как маньяки, как недостойные, да, и собаки нас любят, как говорится, и козлы. Так что, девочки, давайте просто посмотрим, любит он вас или не любит. И даже это может разниться действительно с тем, что сейчас он показывает, но фишка в том, что даже через несколько лет
У меня вот это вот гадание, которое у меня выпадало, оно именно так и сбылось. Я просто до конца сама не понимала или не хотела, точнее, не хотела понимать чувства определенного мужчины. Так, девочки, 4 варианта, 4 короля. Любит он вас или не любит? Любит или не любит? Любит или не любит? Любит или не любит? Или как он любит? Давайте посмотрим. Загадывайте, мои дорогие, карту. Нескольких мужчин загадывайте. Сейчас мы с вами посмотрим, любит он вас или не любит. 4 масти. 4 короля. Можете прошлых, бывших, настоящих. Можете даже оставить какую-нибудь будущую карту, но с периодом времени, например, какой-нибудь 1 месяц указать. Ну, можно неизвестного какого-то оставить место на будущего. Ну, в зависимости от того, что вы себе там прошепчете. Выбрали? Выбрали, котики мои? Вон Лёля моя смотрит на вас. Лёлик. Так, ну что, раскладываем, смотрим слева направо. Допы буду доставать. Итак, смотрим. Первая карта. Любит ли он вас или нет? Король жезлов, девочки. Король жезлов. Серьезная карта серьезного мужика, да? Он, я бы сказала, чувства свои до конца не умеет показывать. Это не сюсимусник. То есть сюси-муси он перед женщиной никак не показывает, да. Это не тот, который будет тереться носом вам в подмышку и рассказывать со слезами на глазах, как он действительно вас любит. Он в первую очередь думает о себе и о своих чувствах, да. Он думает о том, как он любит, что он любит, кого он любит, и только потом думает о том, а нравится ли это партнеру, нравится ли это тому человеку, той женщине, которую он любит или не любит. Вы знаете, что у него еще, у этого короля жезлов, да? Он еще склонен к измене. То есть у него, получается, идет, что он не всегда будет верным, вот верным до гроба. Потому что все же есть такие нарциссы и есть альтруисты, да? Так вот, он относится к тем людям, которые думают в первую очередь о себе. И потому вот эти вот измены он делает не для того, чтобы там кого-то позлить, вас обидеть или еще что-нибудь. Он делает это для себя, чтобы испытать какие-то такие чувства. Но он очень и очень хорошо знает, что ему в жизни это надо и кто ему дорог. Понимаете? Так что вот такой вот король жезлов. В первую очередь он любит себя и свои чувства, а потом он уже любит женщину. Но дело в том, что если он действительно любит женщину, и он это понимает, да, он очень долго будет с ней. Это не бабник такой, который с одной кровати прыгает в другую, со второй в третью, там по койкам, по палате, да. Он не прыгает. Он даже, знаете, это человек такой, характеристики предприниматель. И давайте посмотрим еще все-таки, да. Достану какой-нибудь доп. Интересный. Так, что у этого мужчины на уме насчет вас? 7 пентаклей. Вот он не хочет до конца показывать вам свои чувства. По 7 пентаклей очень и очень. Он, знаете, вот такое ощущение, что он еще любит получать кайф от того, да, что он говорит и какая реакция на это приходит с вашей стороны. То есть он может вам говорить: я тебя не люблю, либо говорить вам даже какие-нибудь гадости, такие вот неприятные вещи для того, чтобы посмотреть вашу реакцию, для того, чтобы его, красавца, ревновали, чтобы волновались из-за него, чтобы вот посмотреть вот эту ситуацию, пощекотать себе нервы, да. Вот если он вам будет что-то дарить, вот дарить свои чувства, чтобы вам пощекотать нервы, чтобы вам сделать удовольствие. Нет, он не из таких. В первую очередь он беспокоится о собственном удовольствии от того, что он говорит. Он думает о своем удовольствии от этого чувства, а не удовольствии другого человека, своей пары. Можно сказать, что он, в принципе, по жизни, да, вот такая вот одиночка, да,
сам в себе. Ну, не интроверт, но не экстраверт такой вот явный, нет. Думает в первую очередь о себе, но еще любит себе же нервишки пощекотать именно тем, что он может говорить совершенно противоположные вещи, заводить какие-то интриги для того, чтобы, опять же, создать какой-то мини-сериал Санта-Барбара в своей жизни. И вам он немного с вами поигрывает, да, но для того, чтобы получить именно удовольствие от этой игры, да. Так что сказать, любит ли он вас, девочки, вот до конца не скажу все-таки, что он супер любит вот так с самоотдачей вас. Нет, он думает в первую очередь о себе. И чем больше вы ему будете удобны, тем больше он будет видеть даже какой-то выгоды в вас, в ваших отношениях, тем больше он будет с вами, да. И это я говорю не то, что за деньги, это я вам говорю еще даже про другие вещи. Это король жезлов. Это человек, который думает только, в принципе, о своем благосостоянии в первую очередь. Вот такие вот дела. Но еще, кстати, добавлю к этому первому варианту. Не каждая женщина, особенно сама, которая такая вот супер-пупер предприниматель, или та, которая очень нуждается в том, чтобы, как, знаете, как два пингвиненушка, тереться носиками друг от друга, да, накидывать одеяльца, то вот ей будет немножко тяжело с таким мужчиной, потому что он не так сильно это все показывает, он, точнее, очень мало этого показывает. Он даже свои реальные чувства не то что через раз, он один раз из 10 скажет, 10 раз спросить он может и скажет. И то, если ему это будет, в принципе, выгодно в каком-нибудь бы случае. Но это не Альфонс. Вот этот мужчина не Альфонс. Ладно, все. Пока про этого закрыли вопрос. Дальше, девочки, вторая карта. Второй вариант. Любит ли он вас, этот мужчина? 14-й старший аркан умеренности. Девочки, либо кто-то из вас бывшего загадал, с которым уже все кончилось, либо через тут было какое-то расставание по этой карте. Ну, честно сказать, да, то либо это уже прошло, вы зря... Если вы с этим человеком никак не контактируете... Сори. Девочки, сори, я тут открывала двери. В общем, берем и достаем доп на этот второй вариант еще, да. Паш мечей. Вот тут вот для большинства, девочки, я скажу, что этот мужчина не чувствует к вам именно такого чувства, как любовь, да, либо ту любовь, которую вы хотите. Может, он ее и выказывает, но совсем не так, как вы. Тут выпал паш мечей, да. Если в первом варианте я говорила про короля мечей, то тут паш мечей. Это человек, который не собрался еще со своими мыслями, он, может быть, даже и не знает, что такое любовь. У него, может, где-то сердце и не раздирало вообще никакое, либо он уже полностью затух. Но это у него неразвитое чувство любви. Он не умеет любить. Это я могу уж точно сказать. Тем более по отношению к вам. Либо это начало отношений, девочки, да, либо вы какую-то травму вот такую вот пережили, либо он пережил вот эту травму, которая мешает сосредоточиться на этом новом всепоглощающем чувстве любви. А любовь, она, знаете, она может даже с годами прийти. Она может прийти после каких-то действий, да. То есть тут бы я сказала, что в принципе о любви как таковой говорить рано, либо уже реально поздно. Но многое от этого человека не просите, не хотите, потому что это... так, тут две таких тяжеловатых карты выпали, которые в принципе к любви не особо относятся. Еще рано говорить об этом, либо уже поздно говорить об этом любви. Но человек сам по себе с неразвитым чувством любви. Понимаете? С неразвитым. Я так думаю, что вот
Знаете, вот такие люди есть, которые просто любят собак либо котов. Но, например, людей они любить не способны. И есть еще такие люди, которые и не заводят ни собак, ни котов, ни других животных никаких, да, и не могут дарить эту любовь. Ну, вообще практически никому такое ощущение, кроме себя, никого не любит, да. Но вот обычно вот эти вот Паш мечей и 14 старший аркан, они вот о таких вот людях и говорят. Так что, ну, пока еще рано говорить. Может быть, даже и влюбленность какая-то есть или была, но это не любовь. Тут в двух картах любви нету, девочки. Ладно. Третий вариант, девочки. Любит он вас или не любит? Верховная жрица. Замечательная карта. Вас невозможно не любить. Вы верховная жрица. Итак, знаете, вот по этой карте такое ощущение, вот если вы полюбите кого-то, и этот человек вас полюбит, да, даже если вам кто-то вот понравился, мужчина, вы его полюбили, да, и он, в принципе, там не способен любить, вы не в его вкусе или еще что-нибудь, он все равно будет к вам где-то подкатывать, понимаете? Все равно вы будете его притягивать. Вот как одна планета притягивает какую-то такую более легкую планету, даже против ее воли, даже против там ее какой-то орбиты, но все равно притягивает. И тут может быть вот это именно из-за вас, любая реакция, да. То есть если это мужчина ваш кармический, да, вот которого вы сейчас на третий вариант, если вы с ним как-то много находите общего между вами и им, если вам он подходит, то это действительно любовь, и он вас любит, и можете не сомневаться. Но это зависит именно от вас, вот эта вот степень любви. А если этот мужчина не ваша, как говорится, да, ну вот просто вам понравился, вы на него все равно будете зрить, смотреть на него, и он даже вот как-то вот против своей воли будет все равно к вам где-то идти, понимаете? Это может быть даже какая-то непонятное какое-то отношение к вам. То есть вы притягиваете себе как магнит, понимаете? И, девочки, вот посмотрите, да, если вы видите, что между вами реально много общего, вы похожи, вы с ним расцветаете, с этим мужчиной, да, значит, он вас любит. Но если вы чувствуете, что вы просто тут загадали мужчину, ну не то, что загадать, да, но вот такого, который непонятно, любит он, не любит, я с ними не встречаюсь и встречаюсь, то жду его, то не жду его, это говорит о том, что вы его притянули против своей силы. Тут надо именно анализировать, как он к вам относится. Если пытается от вас сбежать, да, не звонит вам там, игнорит вас где-то, не удовлетворяет вас в отношении любви, вас, верховную жрицу, это не ваш мужик, вы просто его притянули просто своей богатой энергетикой и очень сильной, понимаете? Вот как в космосе, да, планета притягивает метеориты какие-то, да, с своей этой гравитацией. Так вот, вы своей гравитацией верховной жрицы притягиваете как нормальных мужиков, так и этот космический мусор. И тут может быть и то, и то. Просто вот за вашей картой, за верховной жрицей особого этого мужика-то и не рассмотреть. Но давайте все-таки достанем доп, что он чувствует по отношению к вам, этот мужик. Вот видите, у вас два старших аркана, то же самое. Второй и 21 аркан мира. Вы притягиваете именно вот этим красивым словом гравитацией своей мужика, любого мужика. Единственное, вам надо, как их фильтровать и понимать, да, если вам с человеком хорошо, он вас во всем удовлетворяет, и в сексе, и в общении, и звонит вам именно так, как вы хотите, да, и время вы проводите именно так, как вы хотите, да, то да, он вас любит 100% и видит вас, именно вот эту верховную жрицу, спутницу, как планета мужского рода, как Марс, например, видит свой спутник, свою спутницу. И вот этот старший 21 аркан тоже об этом говорит. За вами мужичка-то этого и не рассмотреть. За вашей силой не рассмотреть этого мужичка, именно его отношения. Потому что вы просто его
притягиваете просто вот собою, понимаешь? Ты понимаешь, моя верховная жрица, что ты творишь? А, кстати, это очень неплохо. Это говорит о том, ну, что у вас 100% какие-то вот внутренние способности есть, экстрасенсорные, но причем не только экстрасенсорные, а именно вот таких людей очень мало. Хоть это еще и общий расклад, да, но вы даже вот этот расклад себе притянули гравитацией своей, понимаете? И причем, смотрите, 2 карты, и выпали очень сильные. Самые сильные практически карты для женщины из 22 старших арканов. Я имею в виду с дураком с нулевым. Вот такие вот дела. И последняя, девочки, карта. Любит ли он вас? 4-й расклад. Рыцарь кубков. Девочки, тут любовь, причем конкретно этот мужчина либо в вас уже, он влюблялся в вас даже с первого взгляда, а потом не мог вас забыть, и это уже длится, и это реально очень много времени. Рыцарь кубков, мужчина, который любит вас. Это любовь. Даже если вы загадывали бывшего, если вы загадывали какого-то неизвестного, ждите, что у вас этот любимый будет. Если вы загадывали настоящего вот этого мужчину, на которого он любит вас, он вас любит, тут 100%. И давайте все равно выкинем еще одну карту, что он чувствует по отношению к вам. Ну, конечно, 6 кубков, посмотрите. Это любовь, любит, девочки, любит. Пишет он вам, не пишет он вам, поссорились вы с ним, либо не поссорились, он о вас думает, и он реально вас любит. И значит, что у вас, ну, не может так, чтобы он вообще с вами никак не связан был, если он не мертвый. Он все равно к вам придет, потому что он тут на коне, понимаете, и найдет любыми способами, хоть на хвосте конька морского, хоть на копытцах, прийти к вам. И 6 кубков тут выпала. 6 кубков, он видит себя парой с вами. Что бы с ним ни было, кем бы он сейчас для вас не являлся, это пара. Пара. В принципе, ей, этой паре, ничего не должно мешать, чтобы быть вместе. Это очень долгий срок, чтобы быть вместе. Я уже не говорю там про всю жизнь, но это про очень длительный срок любовных именно отношений. Мужчины, который вас реально очень любит, очень. Вот такой вот расклад был. Все, дорогие мои. Пока-пока. Пока.